Ну что, привет всем. Из-за вот этого пакета я не делал распаковку кое-какой одной вещички. Давайте сейчас я вскрою этот пакет, и вы сразу поймете, почему. Вот она. Красота. Догадались уже, что это? Заказал себе хромакей, чтобы сделать фон другой. Сейчас мы его развесим, побалуемся. Интересно, если я накрою себя, я исчезну или нет? Будет, наверное, прикольно. Как в Гарри Поттере будет. Плащ-невидимка. Так, и еще к этому заказал себе прищепочки, чтобы это все добро развесить. Погнали вешать. Так, прищепки нам больше не нужны. Ну что, нам нужно немножко побаловаться. Допустим, я хочу море. Сейчас, допустим, мы сделаем египетские пирамиды. Да? Красотень. Какую-нибудь тайгу. О, озеро Байкал. Хопа. Прохладно тут, конечно. Ну а сейчас выберем какой-нибудь более-менее нейтральный фон, чтобы было более восприимчивое видео. И, наконец-то, поговорим о том, для чего мы здесь все собрались. Итак, очень долго я ждал этого момента. Наконец он настал. У меня в руках сейчас новенькая, абсолютно новенькая, даже еще не вскрытая, GoPro 10 серии. У меня уже до этого была 7. Работает безупречно. Столько лет, уже сколько ей, наверное, года 3. Больше, наверное, 3 лет. Наверное, даже года 4. Пользуюсь ей по сей день. И теперь мне в руки попала GoPro 10. Ну что, сделаем распаковочку. Давайте-ка мы ее достанем. Кстати, когда была 7, упаковка была совершенно другая у нее. Может быть, помните, за стеклом таким, за пластиковым, за оргстеклом стояла на подставочке камера. Значит, это у нас идет вот в таком вот кейсе. Очень жестком. Ну и раскрываем ее. Вауч. Слушайте, она мне кажется, на первый взгляд больше. Ладно. Значит, в комплекте у нас идет проводочек для зарядки, батарейка, крепление. Это наклейка на шлем и винт. Скудненько, конечно. Я не помню комплектацию 7. Не помню, честно. Но, по-моему, там было больше креплений. Там несколько было креплений на шлем. Было крепление на запястье. И что-то еще. Сейчас я вам наглядно покажу. Сравнение у нас будет небольшое. Нашел я футлярчик от 7. Это вот новый от 10. Здесь он был мягкий. Сейчас корпус стал жесткий. Но по комплектации, как я уже говорил, вот такая штука на запястье была. Плюс, так как в 7 еще не было крепления снизу, к ней шел вот такой бокс, куда вставляется камера, чтобы уже дальше ее вешать на какие-либо штативы. Так. Был вот такой вот крепеж. Это на лямку ремня, или можно тоже там куда-нибудь на запястье одевать. Вот на этом стояла камера, то есть в коробке. Коробку, к сожалению, я выбросил. На коробке вот была камера закреплена уже вот таким образом. И несколько наклеек было. Одна уже у меня висит на шлеме, на страйкбольном, поэтому не могу я сейчас ее показать.
Но, по-моему, комплектация была чуть побольше. Ну, хорошо. Также был провод, батарейка, это шло все. И винт. У меня винтов было... Боюсь я ошибиться, потому что я после этого покупал еще себе разные штативы. И там были тоже свои винты. Поэтому по количеству винтов не могу сориентировать. Но это может быть кому-то и не важно. Ну и давайте посмотрим все-таки саму камеру. Вот так вот она выглядит. О, она намного больше. Она намного больше, чем семерка. Посмотрите-ка. Прям значительно больше. Ну, это еще без аккумулятора. По весу пока это тяжелее. 7 серия. А так, значительно больше появился. Спереди экранчик второй. То есть экран уже был и на этой серии, но здесь только показывала кадры, выбранный режим, видео, фото, секунды, оставшуюся память и зарядка, по-моему. Здесь уже будет полноценно дублировать основной экран. То есть мы можем, когда будем снимать себя с фронтальной стороны, мы можем себя уже видеть полноценно на этом экранчике. Так, отложим пока семерку в сторону. И начнем распаковывать. 7 не была вот так запакована, по-моему, в такую бумажку. Этого я не помню. Здесь защитные пленочки везде, на всех стеклах. И вот крепление, то, про которое я говорил. Оно пошло уже с 8 серии. Вот это. То есть, чтобы мне теперь ее поставить на штатив, мне достаточно просто выдвинуть вот эти лапки, вставить ее, держатель. Таким образом вставляем и по стандарту закручиваем уже болтом-винтом. Все. И камера держится уже на чем-то, на основе. То есть эту основу мы можем дальше запихнуть. Сейчас я вам покажу. К примеру, вот у меня есть поплавок от GoPro. То есть это штатив, который не тонет. Он все время держит на весу камеру. То есть это как поплавок. Красной штучкой он всплывает вверх. И для того, чтобы присоединить эту камеру сюда, нужно сделать вот так просто. Хоп. Чик. Закрываем. Регулируем по высоте. Все. Камера закреплена. В 7 же серии. Но это уже давно. Это уже сразу с 8 пошло. Здесь нету таких лапок. И для того, чтобы закрепить камеру на каком-либо штативе, нам нужно сперва вставить ее вот в этот кейс. Вставляем в кейс, защелкиваем. Все, теперь камеру мы можем вешать тоже на что-нибудь. Ну, допустим, на тот же второй штатив. Вот таким вот образом. Кстати, вот этот очень удобный штатив. Часто им пользовался. В последнее время почему-то перестал. И вот так вот камера может стоять. Я не знаю, если честно, у меня нет еще опыта эксплуатирования вот этих вот, этого нового крепления. Насколько оно прочное, надежное. Здесь-то понятно, что даже если эти лапки поломаются, то можно просто заказать. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Заказываешь себе новый вот этот бокс. И все. У тебя никаких проблем нет. Хотя по качеству, не знаю, не обращал внимания, но никогда не сталкивался с тем, что у меня какие-то возникали проблемы с вот этими лапками. На старый GoPro. На новый же
Не знаю, немножко это кажется скудненько, хлипенько. А на самом деле тут она крепится, если присмотреться, здесь есть два винта. То есть я так подозреваю, что это все меняется в случае того, что в случае поломки. Меняется очень просто. Выкручивается два винта с каждой стороны и, наверное, меняются эти лапки. Но пока не протестирую, точного ответа вам дать не смогу. Так, дальше. Пока мы в сторону уберем все лишнее. Уберем семерку. Уберем все штативы. Я еще хотел сравнить перед тем, как вставить аккумулятор, я еще хотел сравнить размеры. Подходит ли аккумулятор... Ну, я уже сразу вижу, что нет. Аккумулятор от 7 серии не подходит на 10-ю. 10 и 9 серии аккумуляторы одного размера. Но семерка намного меньше. Но, блин, по ощущениям и камера намного больше. То есть, ну не по ощущениям, а по факту она намного больше, чем GoPro 7 серии. И немножко другой материал у нее. На ощупь это поприятней. Кстати, GoPro 9 от GoPro 10 отличается еще внешне от этой... Внешне, в принципе, они одинаковые. Их можно различить только по надписи. На 10 серии эта надпись синего цвета. На 9, наверное, будет так вот написано сереньким. Как раньше было на 7. Также тут перенесли, оказывается, кнопка включения на GoPro 7 была с правой стороны, на GoPro 10 она с левой стороны. То есть это вот здесь, с этой стороны, ближе к объективу, это вот здесь. Но кнопки быстрого старта, быстрого пуска, они находятся на том же месте. Ну хорошо, давайте включать. Я взял вторую камеру, поставил, чтобы видно было, что происходит. Приветствие GoPro. Я не знаю, всегда она будет или нет, но, по-моему, на 7 этого приветствия нет. Сейчас ради интереса мы даже посмотрим. Или оно отключается. Я уже, честно, не помню. Да, нет этого приветствия. Здесь оно есть. Ну, может быть, первый раз, не знаю, честно. Так, выбираем русский язык. Принимаем. Так, ну, пускай будет. GoPro Quick у меня уже установлен, потому что я уже пользуюсь другой камерой от GoPro. Поэтому пока это пропустим. Дата сегодня у нас 22, по-моему. 22 января 21 года. 22 года уже. И, кстати, интересно, нету 19-го выбор, потому что она вышла не так давно. В 21 году, кстати, она вышла. И поэтому нету возможности выбрать год раньше. Интересно. Это знаете, как раньше у отца, у моего был Samsung телефон, старый кнопочный, на котором закончился календарь в какое-то время. То есть телефон работает исправно, но дату показывает неправильно. Пытались мы настроить дату на телефоне. Не было такой возможности, потому что календарь дальше не рассчитан на срок службы этого телефона. То есть вот как-то вот так. 19 минут. 5% зарядки. Значит, что у нас здесь? Видите? На этом объективе, точнее на этом экранчике мы видим то же самое, что показывается на... То же самое, в общем, что и показывается на основном экране. А в 7 было немножечко наоборот. То есть здесь мы видели... Сейчас перелистнула на книжную ориентацию. Здесь мы видели информацию о выбранной камере. Вот сейчас переключил на фото.
Это я случайно. Фото, видео, таймлапс. Эта менюшка осталась без изменений абсолютно. Здесь то же самое. Таймлапс, видео, фото. Здесь показывает ярлычок, что нет карты, заряд батареи и прочее. Здесь тоже, что нету еще карты, заряд батареи 4%. Сейчас надо нам зарядиться и продолжить уже снимать обзор. Так, и вот в таком качестве показаны мы. Причем нету, я не туда смотрю. В таком качестве показаны мы, причем нету особого замедления, задержки. Очень удобно, вообще очень удобная вещь, когда ты идешь, допустим, сам себя снимаешь с руки. Этого не хватало, честно скажу. Этого не хватало в семерке. Так, сейчас мы ставимся на зарядочку 3% и продолжаем. Прошло у нас примерно полчаса. Примерно полчаса зарядки. Сейчас я хотел же сразу установить флешку. Купил вот такую вот на 128 гигов. Kingston. Попробуем ее. Насколько она хороша. А может быть не очень. Пробуем включать. SD-карта слишком медленная пишет. Вот так раз. V30. А это что у нас? Интересно. Ну хорошо. Хотя отображается, что есть 5 часов записи. Зарядилась за полчаса примерно на 30%, на 32%. Так, а ну давайте попробуем. Здесь же у нас есть теперь формат в 5К. О, есть зум. А, нет, это замедленная съемка. 60 кадров в секунду. 5К 60 кадров тут записывает, ну да. 4 часа при формате 5К. Но это слишком большой формат. Я обычно использую вот это 4К. 60 кадров в секунду. В общем, меню немножечко тут поменялось. Ну что, на этом, наверное, будем финалиться. Такой вот небольшой обзор, даже не обзор, а распаковка больше получилась на GoPro 10 серии. Буду ей пользоваться теперь. И, возможно, расскажу о каких-то недостатках, если такие вылезут, или о достоинствах, если они будут. Спасибо большое за просмотр. Ставьте палец вверх. Всем пока.